привет, с вами Светлана. Наверное, нет такого человека, который не любил бы море. И вот, наконец, пришло лето, время для отдыха, для отпуска, для моря. В этом видео мы рассмотрим лучшие курорты Болгарии, которые достойны вашего внимания, а вы выберете свой для вашего отдыха. Болгария располагает почти 400 километров потрясающего побережья Черного моря, которое изобилует прекрасными пляжами и курортами. Но куда поехать на отдых? В этом выпуске мы посетим 14 лучших морских курортов Болгарии. В этом сезоне Болгария ожидает до 5 миллионов туристов на морском побережье. Для повышения безопасности отдыхающих в прибрежных курортных районах летом будет направлено свыше 350 полицейских из других районов Болгарии. Помимо самих курортов мы рассмотрим ценовые тенденции, где стало дороже, а может где-то стало и дешевле. Зачастую цена – это не показатель качества, а просто индикатор многих процессов, как на рынке. Если есть спрос, цена растет, если спрос мал, то и цена, как правило, падает. Но стоит ли ехать в Болгарию на отдых? Какие аргументы ехать в Болгарию на море? При поездке в Болгарию вас ждет легкая климатическая адаптация. В Болгарии сравнительно мягкий климат без резких суточных перепадов температур, особенно на Черноморском побережье. Вода на море нагревается до плюс 26 градусов в августе месяце. Море не сильно соленое и практически не имеет опасных хищников. Купальный сезон длится с июня по середину сентября. В целом, похожий менталитет местного населения. Большинство понимает русский язык. Болгария – единственная страна с приятным сочетанием для нас. Вас понимают. Понятны надписи на вывесках и витринах почти как дома. Также отдохнуть в Болгарии вполне доступно по ценам. Доступ на пляжи в Болгарии бесплатный, но на пляже есть и платные зоны, где придется взять в аренду лежак или зонт, или снять отдельную беседку или шатер. На курортах предлагаются платные экскурсии к местным достопримечательностям. Хорошо подходит Болгария для любителей автотуризма из-за сравнительно небольших расстояний и удобного местоположения. Болгария подходит и для гастрономического туризма. Широко представлена национальными блюдами. Классические болгарские блюда, которые рекомендуется попробовать, чтобы иметь представление о болгарской кухне. Баница, таратор, шопска салата, кюфте, кисело мляко. Итак, начнем обзор морских курортов по популярности от меньшей к большей. Обзор. Нераскрученный небольшой городок Обзор расположился на Черноморском побережье, где-то посередине между городами Варна и Бургас. Он расположен в бухте, которая начинается к северу от мыса Святой Атанас и южнее доходит до горы Эминска. В городе небольшой перепад высот. Чем дальше от моря, тем становится выше. В городе есть магазины, аптеки и базарчик со свежими овощами и фруктами. Центральная улица городка летом превращается в постоянный рынок, на котором продаются одежда, сувениры и тому подобное. Есть автовокзал, музей, рестораны и кафе. Пляж песчаный с мелким песком. Заход в море пологий. Подойдет и детям. На пляже есть водные аттракционы. В этом году, как и в прошлом, пляж Обзор Центральный удостоен экологичного звания «Голубой флаг». Цены на жилье этим летом стартуют от 30 евро в сутки за двухместный номер в разгар сезона, что на 3 дороже, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 42 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 175 евро за сутки. Отметим, что в обзоре находится, наверное, самый дорогой отель на побережье Болгарии, где ночь в самом дешевом номере на двоих стоит почти 600 евро. А двухместный люкс с видом на море стоит 1350 евро за ночь. Созополь.
Созополь – это старинный город южнее Бургаса, который был основан в VII веке до нашей эры греками-мореплавателями. Город похож на Несебр. И есть старый город, старинные крепостные стены, брусчатка, большая пристань для яхт и лодок. Но есть и отличия – это большие перепады высот. Город стоит на холмах, придется вынужденно заниматься физкультурой. В городе есть магазины, аптеки, есть и базар. Подсказка для туристов, которые будут отдыхать бюджетно. На выезде с города есть сетевой продуктовый магазин Lidl. Пляжи в Созополе с очень мелким и приятным на ощупь песком, пологий вход в море. Подходит для маленьких детей. На пляже есть водные аттракционы. Этим летом 2 пляжа – это Созопол Централен и Созопол Хармоните – удостоены звания «Голубой флаг». Рядом с городом расположены 2 острова – Святых Ивана и Петра, куда можно на лодке съездить на экскурсию. Цены на жилье этим летом стартуют от 35 евро за двухместный номер, что на 40% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 47 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 130 евро за сутки. Святый Константин и Елена. Курорт святых Константина и Елены расположен севернее Варны. Это самый старый курорт Болгарии. Начал свое развитие более 100 лет назад. Курорт насчитывает 7 горячих минеральных источников. Они находятся в глубине около 2 километров с теплой и горячей водой. Здесь также находится современный термальный комплекс с бассейнами. Здесь практически нет перепада высот. Единственное, с самого пляжа нужно подниматься на несколько ступенек. Подсказка для туристов, которые будут отдыхать бюджетно. На въезде в курорт есть сетевой продуктовый магазин Lidl. Также ходят городские автобусы в Варну, где можно отдохнуть культурно и активно. Курорт предлагает большой выбор пляжей на любой вкус. Большинство пляжей имеют пологий вход в море. Один из них – солнечный день, как и прошлым летом удостоен звания «Голубой флаг». На пляже есть водные аттракционы. Цены 4-5 евро за зонтик или шезлонг. Цены на жилье этим летом стартуют от 35 евро за двухместный номер, что на 35% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 72 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 105 евро за сутки. Отметим, что курорт в последнее время начал очень плотно застраиваться, вырубается парк, и он теряет свое былое великолепие. Дюни – это самая южная точка нашего рейтинга. До Босфора всего 170 километров. Дюни – это не город и не курорт. Это просто локация, где расположено несколько топовых отелей. Никакой инфраструктуры здесь нет. Нет даже магазинов. К вашим услугам все, что расположено на территории отелей. Но статус самих отелей как бы подразумевает, что клиент не будет ни о чем заботиться. Длина пляжа составляет более 3 километров. Пляж широкий, с приятным песком, но который сильно липнет к телу. Почему? То ли из-за структуры самих песчинок, то ли из-за большой солености воды. А в море можно разглядеть рыбу. Здесь пологий вход в воду, что подходит детям. Пляж удостоен звания «Голубой флаг». К собственному пляжу примыкает дикий пляж, шоферский, где отдыхают все желающие, просто припарковав машину прямо на обочине дороги. На пляжах в платной зоне цены 4 евро за зонт и 4 евро за шезлонг. Цены на жилье этим летом в самом популярном отеле Дюни Роял Палас стартуют от 430 евро за двухместный номер с «Все включено». А двухместный люкс с видом на море стоит 650 евро за ночь. Есть там еще и отели не на первой линии с ценами пониже, но и с меньшим количеством звезд. Например, один из отелей предлагает двухместные номера от 65 евро только с завтраком. Золотые пески. Курорт «Золотые пески» расположен севернее Варны. Курорт окружает густой лесной парк «Золотые пески». Рядом находится достопримечательности часовня святого Иоанна Крестителя, скальный монастырь Аладжа. Большой выбор кафе и ресторанов различного типа. Есть небольшой парк аттракционов. Подсказка для туристов, которые будут отдыхать бюджетно.
Продукты можно покупать в магазинчиках на курорте по сравнительно высоким ценам или в городе Варна в сетевых магазинах, куда ходят городские автобусы. Номера маршрутов автобусов 9 и 409. Пляж курорта «Золотые пески» растянулся на 4 километра с севера на юг. Курорт действительно имеет песок золотистого цвета. Вход в море не пологий, сразу глубоко у берега. Пляж «Золотых песков» удостоен международным отличием «Голубой флаг». На «Золотых песках» цены 6 евро за зонтик и 6 евро за шезлонг. Цены на жилье этим летом стартуют от 33 евро за двухместный номер, что на 35% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены также начинаются от 33 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 80 евро за сутки. Если ваш отель не на первой линии, то, скорее всего, по дороге с моря придется подниматься в гору. Бяла. Городок находится между городами Варна и Обзор, где-то посередине. Однозначно Бяла – это недооцененный и не раскрученный морской курорт Болгарии. Мы были приятно удивлены таким опрятным и чистым курортным городком. Урны в городе просто в изобилии. Такое большое количество лавочек мы не увидели ни в других городах Болгарии, да и не только в Болгарии. Бесплатные туалеты, бесплатные зоны Wi-Fi, есть кафешки и ресторанчики. Есть здесь и местная достопримечательность – это античная крепость. На пляж нужно спускаться, хоть и по удобным, но ступенькам. Есть перепад высоты в самом городе, хотя и небольшой. Необычное дно в море, нужно привыкнуть входить в море. Цены на жилье этим летом стартуют от 26 евро за двухместный номер, это почти как прошлым летом. В отеле на первой линии цены также начинаются от 35 евро, а вот отель «Все включено» нет. Поэтому питаться придется при помощи местного общепита или самостоятельно покупая продукты в магазинах. Бялу можем посоветовать в первую очередь тем, кто ищет релаксации, уединения, простоты, но в то же время ценит чистоту и комфорт. Тем, кто любит шумный и активный или молодежный отдых, скорее всего, в Бяле будет скучно. Несебр. Несебр – один из самых древних городов Черноморского побережья. Исторический центр Черноморского побережья Болгарии. Он был основан почти 5000 лет назад. Несебр состоит из двух частей – старого и нового города. В старой части города есть маленький пляж. Как ни странно, но цены оказались невысокими, как на жилье, так и на заведениях в общепита. Это относится к новой части города, та, которая на материке. Один из пляжей Несебр-Юг отмечен голубым флагом. Цены на жилье этим летом стартуют от 21 евро за двухместный номер, что на 1 евро ниже, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 31 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 110 евро за сутки. Рекомендуем посетить курорт Несебр в первую очередь любителям истории, экскурсий, музеев и старины. Солнечный берег. Солнечный берег – самый большой курорт Болгарии. Он расположен на берегу залива в виде полукруга. Поблизости есть два больших аквапарка и один мини-аквапарк. Есть лунопарк в самом центре курорта. Здесь вас ждет максимальное количество баров, клубов и ресторанов, особенно для молодежи. Есть здесь и автовокзал. Пляж курорта «Солнечный берег» вытянулся почти на 8 километров. Он действительно оправдывает свое название. С мая по октябрь здесь в среднем около 1700 солнечных часов. Пологий вход в море, что подходит детям. Все три пляжа «Север», «Центр» и «Юг» традиционно получили международное отличие экологии «Голубой флаг» этим летом. Подсказка для туристов, которые будут отдыхать бюджетно. На Солнечном берегу продукты можно купить в маленьких магазинах, расположенных по всему курорту, или в больших продуктовых супермаркетах поблизости. Это Жанет с огромным ассортиментом и Лидл. Цены на парковку этим летом подняли, и теперь 1 час стоит 1 евро 25 центов. На Солнечном берегу большой выбор жилья. Цены на жилье этим летом стартуют от 24 евро за двухместный номер, что даже на 1 евро ниже, чем прошлым летом.
В отеле на первой линии цены начинаются от 48 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 83 евро за сутки. При бронировании отеля для отдыха следует иметь в виду расстояние до пляжа, от него сильно варьируется цена. Солнечный берег отлично подойдет для молодых путешественников со всего мира своими песчаными дюнами, водными видами спорта и бурлящей жизнью, и для тех, кто любит шумный и активный отдых. Кранево. Небольшой курортный поселок Кранево находится поблизости от Албены. Между Кранево и курортом Албена находится заповедник Балтата. Есть небольшие магазины, аттракционы, кафе и ресторанчики. Кранево хорош тем, что располагает почти таким же пляжем, как Албена. И у пляжа также есть награда экологичности – голубой флаг. Из особенностей курорта тут есть каток для катания на коньках. Цены на жилье этим летом стартуют от 28 евро за двухместный номер, что почти в 2 раза выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 66 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 85 евро за сутки. Таким образом, в этом году Кранево утратил статус самого доступного курорта. Свети Влас или Святой Влас. Престижный курорт у подножия южного склона горы Свети Влас неофициально называют болгарским Сент-Тропе. Одним словом, городок радует глаз. В этом году 2 пляжа курорта Новый и Восток получили престижное международное отличие экологии «Голубой флаг». В Свети Влас продукты можно купить в супермаркетах «Меркурий» и «Диамант». В этом сезоне также открылся магазин Lidl, расположен на въезде в курорт, где продукты можно купить по нормальным ценам, без курортных наценок. Цены на жилье этим летом стартуют от 27 евро за двухместный номер, что почти на 20% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 42 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 120 евро за сутки. Из недостатков отмечу лишь небольшой перепад высот, поэтому по дороге с моря придется подниматься в гору. Албена. Албена – это курортный комплекс закрытого типа, на въезде которого стоит шлагбаум. В свое время курорт посетили многие знаменитости, такие как Индира Ганди, Фидель Кастро. На территории Албены есть небольшие магазины, стадион, теннисные корты, конная база, спортзалы, картинг, трасса и собственный небольшой аквапарк – Аквамания. Рядом находится заповедник Балтата, где можно прогуляться в тени деревьев. На курорте Албена работает внутренний общественный транспорт. Специальные маленькие поезда курсируют по расписанию по своим маршрутам внутри курорта. Также от автопарковок курсируют электрошаттлы, которые бесплатны. Если вы приедете на курорт на своем авто, пребывание до 30 минут будет бесплатным, а если больше, то придется заплатить за парковку от 3 до 10 евро за сутки, в зависимости от расстояния до пляжа. Длина пляжа составляет более 5 километров. Пляж очень широкий, как на побережье океана. Ширина около 150 метров с мелким песком. На наш взгляд, пляж в Албене, если не самый лучший, то как минимум один из лучших пляжей в Болгарии. Пологий вход в воду, что подходит детям. Пляж удостоен звания «Голубой флаг». Следует иметь в виду, что в Албене практически нет бюджетного жилья, здесь отдых не для бедных туристов. Цены на номера в отелях этим летом стартуют от 125 евро за двухместный номер по системе «Все включено». Номер в отеле такого же класса, но на первой линии обойдется от 247 евро за ночь. Несмотря на это, свободных номеров мало. Хорошие отели разбираются задолго до начала летнего сезона. Поморье. Старая часть Поморья располагается на полуострове, соединяющемся с материком-перешейком, как и старинный Несебр или Созополь. Есть на курорте соленое озеро и поморийская лечебная грязь. Концентрация соли в озере, как в Мертвом море. Есть небольшой аквапарк. Из плюсов можно выделить присутствие в городе сетевых магазинов Билла и Lidl. Так что продукты можно покупать по нормальным ценам без курортных наценок. Нет перепадов высот.
Такой вот песок здесь на пляжах, пологий вход в воду, что подходит детям. Пляж Поморье Восток отмечен голубым флагом. Цены на жилье этим летом стартуют от 32 евро за двухместный номер, что на 10% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 35 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 143 евро за сутки. Бургас. Бургас довольно привлекательный большой курортный город со сравнительно новой инфраструктурой. Здесь расположен морской порт, международный аэропорт, железнодорожный и автобусные вокзалы. Есть в городе торговые центры и рынки, оперный театр и несколько музеев. В Бургасе большой приморский парк, расположенный вдоль моря, и набережная. На пляже в Бургасе песок с темно-сероватым оттенком. Создается впечатление, как будто на пляже вулканического острова. Но есть один минус – это нефтеперерабатывающий завод «Лукойл». По своим ощущениям, можно сказать, что как только ты приезжаешь в город, то чувствуешь еле уловимый запах, но через час его уже нет. Просто адаптируешься. Цены на жилье этим летом стартуют от 34 евро за двухместный номер, что на 20% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 50 евро, а вот отели с опцией «Все включено» не предлагается. Значит, нет спроса, видать, элитные туристы избегают здесь отдыхать. Варна. Варна – морская столица Болгарии. Варне больше 2000 лет. Варна отличается более масштабной культурной жизнью, обилием достопримечательностей, много музеев, театров, кинотеатров, торговых центров. Есть дельфинарий, парк аттракционов и зоопарк. Варнинский приморский парк – самый большой парк на Балканах. Есть маленький аквапарк, подсказка для туристов, которые будут отдыхать бюджетно. В Варне цены на продукты будут минимальными, если их покупать в сетевых магазинах или на продуктовых рынках. Пляжи Варны, а их около 10, занимают порядка 8 километров и тянутся вдоль всей береговой линии. Большинство пляжей Варны подходят для семейного отдыха с детьми. Цены на пляжах не поменялись. 2,5 евро за зонтик или шезлонг. Голубого флага нет, но ближайшие пляжи до Варны с голубым флагом – это пляжи Черноморец, юг. Можно добраться только на авто и Sunny Day. Туда ходят городские автобусы. В Варне есть выбор жилья от хостела до роскошных вилл. Цены на жилье этим летом стартуют от 28 евро за двухместный номер, что на 10% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 32 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» стоит от 180 евро за сутки. В этом году отдыхающих в Варне будет больше, чем обычно, поэтому жилье нужно бронировать заранее. Варна хорошо подойдет тем, кто любит отдыхать в городах со своей привычной инфраструктурой и помимо пляжного отдыха любит погулять по улочкам, посетить выставки, музеи, достопримечательности, торговые центры и так далее. Хочу вас предупредить, что все цены в видео на жилье приведены по состоянию до начала сезона и при условии бронирования как минимум на неделю. Хорошие отели с хорошим соотношением цены-качества бронируют начиная с зимы, и уже к лету там свободных мест нет. Многие туристы ездят в один и тот же отель годами, поэтому номера выкупаются заблаговременно. Такая практика в Европе. А если бронировать перед самой поездкой, то цена может быть в 2, а то и в 3 раза выше от той, которая была до начала сезона. Да и вообще, будут ли свободные места? Курорт Албена сохранила статус самого дорогого курорта, а вот самым доступным курортом в этом году очень неожиданно стал знаменитый Несебр. Финансы. Официальная валюта Болгарии – лев. Рекомендуем использовать для оплаты обычные банковские карты в валюте своей страны. Как правило, если у вас нормальный банк, то курсы пересчета лева на вашу валюту будут выгодны. Не забудьте включить оплату в валюте страны пребывания. Не соглашайтесь на транзитные валюты, такие как доллары или евро. Еще до поездки включите в своем банке оплату карты за границей во избежание блокировки карты. Мы рекомендуем для безопасности и меньших потерь при конвертации до 90% денег вести с
собой на карте. В Болгарии практически все нормальные магазины и заведения общепита принимают карты. Если у вас отказывается принимать карту, значит там что-то не то. Лучше не пользоваться их услугами. На карманные расходы, такси рекомендуем взять с собой евро, которые легко можно поменять на леву в Болгарии. Курс обмена евро на лев жестко привязан и не менялся более 20 лет. Рекомендуем менять деньги в банках или обменных пунктах в торговых центрах. Но ни в коем случае не меняйте деньги с рук на рынках. Там будет гарантированный подвох. Такси и транспорт. Не пользуйтесь услугами такси, которые вы случайно найдете на улице, иначе цена на проезд окажется в 2-3 раза выше, чем она стоит на самом деле. В Болгарии невысокие цены на такси, и многие пользуются незнанием этого. Поездка считается по таксометру. После поездки водитель обязан выдать кассовый чек. Чтобы водитель не возил вас кругами, покажите ему, что вы отслеживаете поездку на телефоне по карте. Например, средняя поездка по городу Варна стоит 3-4 евро. На дальние расстояния больше, но все в рамках тарифов. Если вы едете в такси от компании, вызывайте такси только по телефону или заказывайте на сайте такси. Мобильная связь. Если вы приезжаете в Болгарию с ЕС, тогда вам не нужно покупать сим-карту. В Болгарии действует европейский роуминг, а для жителей Украины можно использовать свою сим-карту. Только подключите необходимый пакет для роуминга в странах ЕС. Это будет выгоднее, чем покупать здесь новую карту. Если же вам все-таки необходимо купить болгарскую сим-карту, лучше купить предоплаченную карту. Такие стартовые пакеты стоят в рамках 10-40 лев. В дальнейшем их можно пополнять. При покупке, возможно, потребуется паспорт, но есть одно но. Такие предплаченные пакеты – настоящий дефицит. Менеджеры часто банально прячут такие карты и начинают навязывать что-то дорогое или просто цену берут с потолка. Поэтому в поисках сим-карты предоплаты будьте готовы посетить не один офис мобильного оператора и ориентируйтесь на сайт мобильного оператора по ценам. В Болгарию на своем авто. Если вы решили ехать в Болгарию на своем авто, рекомендуем купить виньетку для проезда по дорогам Болгарии еще дома по интернету. Это сэкономит вам время. Бывает, что на границах не работают пункты продажи. Продают их на АЗС. Проверьте комплектность вашей аптечки, срок годности огнетушителя. Светоотражающих жилетов должно быть не менее количества пассажиров в авто. Если 5 человек, значит 5 жилетов. Нужно приобрести так называемую зеленую карту для авто с покрытием всех стран вашего маршрута. Правила рекомендуем не нарушать, так как полиция мониторит трафик, стоят камеры наблюдения. Если же вы сильно спешите, как вариант, хотя и не гарантирующий на 100% защиты от штрафа, пристроиться к местной машине и следовать за ней. Стоимость бензина и дизтоплива в Болгарии 1 евро 30 центов за литр. Когда паркуетесь, внимательно посмотрите, где оставляете машину. Посмотрите на знаки и на разметку. В синих зонах оплату можно осуществить с помощью платных СМС. На знаках указан номер и текст сообщения. Но мы рекомендуем использовать платные парковки, чтобы избежать возможных проблем с эвакуатором. Штрафы от 25 до 75 евро. Или с угоном вашей машины. Такое тоже случается. В Болгарии хорошо развит рынок ренты автомобилей. Он с большой конкуренцией и довольно низкими ценами, поэтому вы можете легко взять авто на прокат. Имейте в виду, что многие компании берут дополнительную комиссию, если водитель моложе 30 лет или старше 65. Цены на аренду авто в этом году существенно поднялись. Так, машина эконом-класса предлагается от 40 евро в сутки при найме от 5 дней. Интересно, а какой курорт выбрали вы и почему? Пожалуйста, напишите в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. И желаю всем успехов. Всем пока. До новых встреч.